Приветствую вас, дорогие друзья и любители серии FIFA Manager. Мы сегодня с вами продолжаем карьеру за футбольный клуб Манчестер Юнайтед. И давайте с вами перейдем в календарь и посмотрим, какие сегодня встречи будут нас ожидать. Сегодня, значит, будем мы играть дома с Тоттенхэмом. Дальше отправляемся в гости в седьмом туре к Астон Вилле. Заканчивается у нас на этом сентябрьский месяц. И дальше у нас встреча в Лиге Европы. Это уже будет вторая игра. Будем мы играть против Реала Сосьедада на нашем домашнем стадионе. И вот наша первая встреча. Будем играть против Тоттенхэма. Мы видим, что Тоттенхэм располагается у нас на первой строчке. И текущий сезон у него 5 звезд из 5. И также неплохая форма из 5 4 звезды. И видим, что прогноз погоды сегодня нас ожидает дождь. И поэтому будет нам достаточно тяжелые условия будет играть. И сейчас давайте будем рассматривать наш стартовый состав. Сегодня все игроки нам доступны, кроме Угарте, который получил повреждение связок и выбыл до 4 октября, будет нам недоступен. Поэтому сегодня его место в основе займет Казимира. В центре поля, я думаю, что очень хорошо себя показывает пока что Бруно Фернандеш, поэтому вместо Коби Майно сегодня здесь будет в центре пару составит Казимиру именно Бруно Фернандеш, наш капитан. А в атаке у нас будет играть слева однозначно Гарначо. На острие поставим мы видим, что Зиркзей в хорошей форме 15. Поэтому, скорее всего, дадим возможность ему поиграть. В то время как у Холланда форма 11. И справа вот здесь вопрос. Справа, я думаю, все-таки пусть играет у нас Амад Диалло. Мы видим, что у него 4 игры, 1 гол, 1 результативная передача. И в целом он набирает обороты. Дадим ему возможность сыграть в стартовом составе против Тоттенхэма. Восстановился у нас после травмы Мазрауи. По всей видимости, справа сыграет именно он, а слева у нас выступит Диого Далот. Хотя нет, Люк Шоу у нас все с ним в порядке, поэтому выставим именно Люка Шоу. Далота отправим направо, Люка Шоу отправим налево, а Мазрауи у нас сейчас постараемся ему найти место. Вместо Тайлера Маласи однозначно поставим ему быть в запасе. Обязательно нам пригодится, в случае чего может подменить как Люка Шоу, либо Диего Далота, сыграть справа или слева. Что касается центральных защитников, значит все здесь у нас в принципе... И немножко физика вот у Люка Шоу проседает, но ничего. Магуайр в форме. Сегодня у нас, кстати, Деликт же, что у нас есть. Мы, возможно, Деликта, наверное, даже поставим в центр вместо Харри Магуайра. Вот так вот сделаем. Справа Йору, слева Мартинес. Сыграем именно так против Тоттенхэма. Йору тоже молодой. Потихонечку он развивается, прибавляет в скиллах. В приоритете, естественно, у нас защитная пока что. И я думаю, что, в принципе, наш состав стартовый готов. Мы, кстати, обещали нашему запасному голкиперу турку дать возможность несколько раз поиграть за сезон. Мы видим, что ему 26 лет. И, в принципе, рассчитывать, как-то раскачать его мы особо сильно не сможем. В качестве от резерва он пока что, в принципе, пойдет. До 27 года у него контракт и рыночная стоимость 11,5 миллионов. И по зарплате у него тут невысокая зарплата. Поэтому, в принципе, нас он во всем устраивает. Ну, а другой наш третий резервный, здесь Том Хиттон, он уже заканчивает... По окончанию этому сезона уже заканчивать контракт. Да, по поводу трансфера спрашивали в комментариях, какие будут трансферы. Однозначно будут трансферы. Первое трансферное окно, я напомню еще, кто не знает, я его отключил, поэтому трансфера у нас не было. Играем
тем составом, который у нас есть. Вот, а зимой уже определенно будут какие-то приобретения. Мы видим, что 70 миллионов у нас доступно. Можно какую-то часть перекинуть из зарплаты. Ну и примерно 100 миллионов у нас точно будут доступны. Плюс, возможно, с продажи что-то заработаем. Посмотрим. Однозначно нам нужно менять Анану. Потому что, в принципе, я не особо на него располагаю. Ну, естественно, в атаке, на острие атаки нужно обязательно прикупить нападающего. И также посмотрим еще по полузащите, защитникам. Возможно, тоже кого-то прикупим. Но нужно смотреть по ценникам, сколько у нас в итоге останется денег. Потому что, возможно, все запланируемые трансферы купить сразу в это зимнее трансферное окно у нас не получится. Что касается, значит, позиций, мы на второй позиции располагаемся. 5 туров всего сыграно позади. Пока что плотная достаточно ситуация вверху таблицы у нас. Но потихонечку потом будут команды отсеиваться. И я думаю, что немного будут бороться за трофей. У нас в приоритете, конечно, попадание в четверку. Но посмотрим до зимы, где наша команда будет располагаться. Возможно, мы поборемся еще и за первое место. Это все будет видно чуточку дальше. Теперь, что касается тактики. Поднимаем до 90 самоотдачу. Здесь все остается без изменений. Я могу быстренько сейчас показать, что за тактика. Вы просто скопируйте ее. Сделайте, поставьте на паузу и запишите, выпишите все. Здесь, смотрите, на 60 у нас стоит линия защиты, то есть играем высоко, потому что у нас есть прессинг. Вот эти два значения, они должны между собой гармонично сочетаться. Плеймейкер у нас Бруно Фернандеш, на острие тот, кто играет у нас, цель передач, кто у нас на острие, наш форвард. Место подачи глубоко, здесь больше приоритет на дальнюю штангу и более низкими подачами играем. Также здесь пасы более короткие и играть рискованно. Тянуть время не ставим. Самоотдача по ситуации от 80 до 90. Офсайды я не ставлю, а вот контратаки поставим. То же самое, все здесь без изменений. Если вы хотите, чтобы футболисты играли больше в короткий пас, пожалуйста, убирайте это значение к 25, либо к 30, и футболисты будут делать больше короткие передачи. Потому что не всегда вот этим вот ползунком в 3D матчах вы можете отрегулировать короткие передачи. То есть обязательно нужно здесь выставить частоту навесов, брать максимально низко ставить, тогда будет больше коротких передач. Вот. Ну а вот бровочникам нам нужны именно больше навесов, прострелов, низких передач, поэтому мы их отключать не будем. Я думаю, здесь все более-менее понятно. Здесь по стрелочкам передвижения футболистов. Тут тоже все просто достаточно. Ну и здесь у нас Соланки на острие. Мы просим наших футболистов пристально за ним смотреть. Также мы видим Хён Сун Мин у нас есть. Мы ставим опека Диого Далот, будет его стараться опекать. Ну а Кулушевский пусть у нас опекает наш левый латераль Люк Шоу. Здесь 4-2-3-1 с тактика с двумя опорниками. В принципе, ничего нового здесь нет. Все, в принципе, я думаю, у нас готово к этому матчу, поэтому не будем затягивать. Давайте будем отправляться. Мы играем дома. Напомню, нам нужна, конечно же, победа. Победа, но матч однозначно будет нелегкий, потому что Тоттенхэм набрал неплохой старт в этом сезоне. Звучит стартовый свисток. Как мы видим, дождь действительно идет, поэтому будет достаточно тяжелое поле. Тоттенхэм у нас идет в атаку, и здесь Де Ликт ошибается на выходе, Соланки двигается вперед, попытка дальнего удара, и здесь Аннана на месте. Пока что владеет больше мячом у нас футболисты Тоттенхэма. Вот сейчас наша команда пытается организовать свою атаку. Бруно Фернандеш в центре поля, играет налево на Люка Шоу. Люк Шоу идет вперед, входит в штрафную. Пытается он здесь обыграть, отдает пас на Гарначу, но здесь защитники внимательно приглядывали за Гарначу. Зиркзе, и здесь заблокирована попытка удара.
Ошибается здесь Деликт. Мы видим, что Деликт плотно играет по Соланке. И здесь у нас фол. Люк Шоу, который опекает Кулушевский, сносит его сзади по ногам. И это фол, желтая карточка и гол. Со штрафного забивает у нас Мэдисон. Точно в девятку он бьет. И здесь не выручил нашу команду Онана. И на 12-й минуте Тоттенхэм выходит вперед. Опасная Диало. Диало на Зиркзе. Зиркзе бьет. И не хватило силы удара, что ли. Бруно Фернандеш здесь ищет у нас попытку развить атаку. Играет Люк Шоу. Люк Шоу здесь пас на Гарначо. Гарначо отличную передачу на Зиркзе. И Зиркзе здесь отлично переправляет мяч в верхний дальний угол. И зазевался здесь Викарио, голкипер Тоттенхэма. Мог он, в принципе, выйти и оказаться первым на мяче. Но почему-то не стал этого делать. И у нас счет 1-1. Соланки, дальний удар и в перекладину здесь попадает он. Очень опасный удар. Здесь Онана немножечко потерялся. Не контролировал, конечно, эту ситуацию. И чуть-чуть пониже, если был бы удар, это, конечно, был бы гол. Казимиро, Зиркзей, Бруно Фернандеш, Люк Шоу. Люк Шоу, прострел на дальнюю штангу, Диало. И здесь на этот раз Викарио вышел с ворот и не дал обыграть себя. Бруно Фернандеш. И снова, посмотрите, Деликт попадает у нас головой в перекладину. Опасно. Далот, атака продолжается. Навес на дальнюю штангу. Ромеро здесь выбивает мяч головой. Там был готов у нас Гарначо уже сыграть. Бруно Фернандеш. Снова Амад Диалло с мячом. Пас на Диого Далот, который подключается к атаке. Прострел на дальнюю штангу Гарначо. И здесь гол. Отличная передача у нас от Диого Далота. И на дальней штанге замыкает эту передачу Гарначо. Здесь проспали защитники. Защитники выбивают мяч головой. Не получается зацепиться у Зиркзе за эту передачу. Кулушевский, пас на Мэдисона, есть пространство, обыгрывает он Деликта, удар, и здесь Онана вытаскивает мяч, переводя его на угловой. Подача и прямо в руки Онана. Снова через левый фланг пытается атаковать наша команда. Люк Шоу. Хороший матч проводит Люк Шоу. Зиркзе. Попытка дальнего удара. И здесь Диалло вторым темпом бил поворотом. И мяч на угловой переводится. Бруно Фернандеш навешивает. И прямо забирает в руки Викарио. Неточная была передача. Хёйлунд играет с Коби Майну. Коби Майну у нас ошибается здесь в передаче. И Тоттенхэм перехватывает мяч. Сразу пас на Соланке. Может быть опасно. Удар в ближний угол был. Но Онана здесь был на чеку. И забирает он этот мяч. Сразу же ответная атака. Нужно повнимательнее нашей команде. Вот этот вот отрезок. Последних 5 минут. Дальний удар. И Онана здесь все видел прекрасно. Соланки. Тоттенхэм пока что перехватывает инициативу. Пытается давить он в концовке этой встречи. Мэдисон, Кулушевский. Здесь дальний удар. Здесь попытка была в дальнюю девятку, наверное, закрутить. Но все-таки не получилось. Не хватило исполнительского мастерства. Коби Майну. Пас на Решфорда. Решфорд играет длинной передачей на Хёйлунда. Хёйлунд обратно возвращает передачу. Здесь плохая обработка от Хёйлунда. И наша команда теряет мяч. 3 минуты у нас добавляет судья. Антони здесь пытается прессинговать. Хороший здесь перехват. Хёйлунд. Пас на Решфорда. Ну не побежал Решфорд. Немножко замешкался. Маркус ходит в штрафную. Пас на Хёйлунда и гол. Отлично. В самой концовке забивает наша команда.
Здесь почему-то проспал центральный защитник. Вроде бы был он с Хёйландом вместе, но все-таки умудрился пробить Хёйланд. 3-1. Ну, это жирная точка в этом матче. Звучит финальный свисток, и наша команда обыгрывает Тоттенхэм. Завершилась у нас эта встреча. Наша команда обыгрывает Тоттенхэм со счетом 3-1. Отличная, в принципе, получилась игра. Анана у нас получает сегодня высокий балл, 10, становится, мы видим, звездой матча нашей команды, потому что совершил действительно очень много неплохих сейвов. Мы видим, что обилие желтых карточек, то есть много было достаточно таких грубых фолов, но хорошо, что никто не получил вторую желтую и не остались мы в десятером, иначе могло бы все сложиться, конечно, иначе. Сегодня забивал у нас Зиркзей, также у нас хорошо сыграл Гарначо, гол плюс пас, и также у нас ассистировал Далот. Ну и Маркус Решфорд в концовке отдал пас, голевую передачу на Расмуса Хёйланда, и он также забил сегодня гол. По статистике удары мы видим, что наша команда нанесла целых 18 ударов по воротам Тоттенхэма против 7. В створ всего лишь 6 пришлось против 2 у Тоттенхэма. Ну и по владению мячом мы видим 54% против 46%. Ну а лучшим игроком этого матча стал голкипер Тоттенхэма Викарио, который в принципе отразил много ударов, и возможно счет был бы намного крупнее. Остальные встречи, результаты мы смотрим. Интересная игра была. Ньюкасл принимал у себя Манчестер Сити и проиграл со счетом 1-3. Лондонский Арсенал дома обыгрывает 2-0 Лестер Сити. Брентфорд 1-2 уступает Вест Хэм Юнайтед. Челси у себя дома проигрывает 2-4 Брайтону. Эвертон 2-1 обыгрывает Кристал Пэлас. Ноттингем Форест 1-4 проигрывает Фулхэму. Вулверхэмптон у себя дома проигрывает 1-3 Ливерпулю. Ипсвич Таун 3-2 обыгрывает Астон Виллу, и Бормут 1-0 обыгрывает Саутгемптон. Лучшие футболисты этого тура на ваших экранах. Здесь наши футболисты не представлены сегодня. И список лучших бомбардиров. На первом месте у нас футболист Тоттенхэма Хён Мин Сун, 7 забитых мячей. Далее у нас идет Расмус Хёйланд, 5 голов. И на 4-й позиции мы видим, что Гарначо неплохой ход набрал. Также у него 5 забитых мячей. Обязательно похвалим, конечно же, нашего голкипера, который хорошо сыграл. Пишем, что в последней игре ты отлично сыграл. Ну и, конечно же, он очень рад, что мы были впечатлены его игрой. То есть позитивный характер у нас имел этот диалог. Мораль у него хорошая, и форма 15. В целом все пока что отлично. Дальше также Люк Шоу хорошо сыграл. Я не знаю, будет у него доступно. Нет такой функции, чтобы поблагодарить его за игру. Также Далот хорошо сыграл. Тоже, к сожалению, почему-то нет этого диалога. Гарначо. Мы ему скажем, что хорошо потренировался, и мы очень довольны им. Сегодня у нас Хёйланд также хорошо сыграл. Ну, почему-то вот нет этого диалога. Очень жаль. Так, сейчас у нас дальше будет жеребьевка кубка, я так понимаю. Но мы двигаемся с вами дальше. Да, вот она, жеребьевка кубка. Карабау Кап. И давайте посмотрим, какой соперник нам достанется. И вот мы сразу смотрим первыми. Мы попадаем на Стокпорт Каунтри. То есть ничего несерьезный для нас соперник. Дальше мы просимулируем. В принципе, по силам нам пройти дальше. Но мы особо-то и не цепляемся за этот кубок. Кубковый бонус мы видим, что скорее всего будет играть у нас такой полурезервный состав. Потому что, я не вижу смысла цепляться за этот кубок. Дадим возможность, кстати, нашему голкиперу поиграть, турку. И мы видим, что небольшое рассечение головы получает у нас Мазрау и выбывает на 2 дня. Но я думаю, к Астон Вилле он будет готов.
Да, выздоравливает наш правый защитник. Мы подходим с вами к следующей встрече. На этот раз мы играем, отправляемся на Вилла Парк. Будем в гостях у Астон Виллы. Астон Вилла идет на 6-й позиции. В целом неплохой старт. Текущая форма 3 звезды, текущий сезон 3 звезды. Видимо, команда хочет чего-то большего, хотя я не понимаю почему. Вот. А текущая форма 4 звезды, что достаточно неплохо пока что. И смотрим погоду, у нас переменная облачность. Дождя нет, это уже хорошо. Сразу отправляемся, смотрим стартовый состав Астон Виллы 4-2-4. Достаточно такая атакующая команда, поэтому давайте сначала посмотрим, что у нас здесь по энергии. У нас следующий тур, следующая игра с Реал Соседадом, поэтому нужно подойти основным составом. Смотрим сразу же энергию. По энергии меньше 80 ни у кого нет. Вот только у Лиссандро Мартинеса 81, в принципе. Это ничего страшного. Казимиру по-прежнему недоступен нам, да, Угарте. И играть будем без него и с Соседадом, потому что только 4 он числа восстановится. Так что Казимиру у нас, давайте ему немножко подбодрим, скажем, ты мне нужен для следующей игры. Казимира отвечает нам, что не может постоянно быть на пике формы, и его мораль остается без изменений. Что ж, очень жаль Казимиру. В принципе, он у нас еще доступен до следующего сезона, но я думаю, что все-таки будем с ним расставаться. У него такая высокая достаточно зарплата. Купим кого-то другого. В принципе, у нас есть Угарте, но обязательно нужен какой-нибудь дублер. У нас, кстати, есть в резерве, поэтому будем подтягивать, не забывать еще за резерв. Да, когда будем играть в Кубке Лиги, скорее всего, ребят из резерва возьмем в основу и дадим им возможность себя проявить. Заодно посмотрим, как они себя покажут. Все у нас в порядке. Я думаю, сегодня поставим... Давайте Расмуса Хёйлунда в стартовый состав поставим. Возвращаем, точнее, его. Вот, сразу же видим у него, мы с ним поговорили, что мы на него рассчитываем в этом матче. Сразу же у него выросла форма. В принципе, с Зиркзе они рядышком здесь. У Зиркзе 14. Но все-таки Расмус Хёйлунд мне больше нравится в роли наконечника. Зиркзе, он такой более теневой нападающий из глубины, в то время как Расмус Хёйлунд именно наконечник, да, то есть на завершение атаки заточен. Здесь у нас все без изменений. Пока что у нас Бруно Фернандеш играет в центре поля, в то время как начинал он в начале, мы видели, больше под нападающим играли, но сейчас там Амад Диалло у нас расположился. Вот, а Коби Майно у нас присел на лавочку. Кристиан Эриксон еще у нас. Ну, это вопрос, кого ставить, Мейсона Маунта или Кристиана Эриксона. Давайте поставим, наверное, Кристиана Эриксона вместо Маунта, потому что, в принципе, на Маунта мы тоже не особо рассчитываем, будем его продавать. Стартовый состав у нас готов. Сейчас подкорректируем тактику. Ставим опекать. Здесь у нас лучший ассистент. Является, да, нападающий. Ставим его за ним приглядывать. Ну и персональную опеку фланговым нападающим тоже даем. Нужно за ним пристально будет смотреть. Все, в принципе, готово. Матч тоже достаточно будет интересный. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Скауты у нас кого-то, видимо, просматривали. Давайте посмотрим в разведке. Здесь что у нас? Пока что, ну, нет таких интересных... Я смотрю, нет особо таких интересных футболистов нам не предлагают, кого можно было бы реально заинтересоваться.
Вот из Спортинга Б у нас 19-летний парень. Вроде бы неплохой, да, по показателям. В принципе, может что-то с ним угодное получиться. Ну, пока что, в принципе, поглядываем, присматриваемся, кого-то добавляем в наш шорт-лист. Ну, а дальше будем уже рассматривать. Что ж, давайте будем, собственно, отправляться в этот матч и постараемся добыть очередную победу. Звучит свисток, и начинается наша игра, и сразу же у нас Астон Вилла пытается организовать свою атаку. Наши футболисты отправляются в прессинг. Анана двигается вперед, здесь никто пока что его не встречает. Мартинес начинает движение, обыгрывает Анана. И здесь, посмотрите, сразу же первая атака. И здесь отлично все сделал Анана. И наши футболисты проморгали здесь выпад нападающего Астон Виллы. И уже сразу же на второй минуте наша команда пропускает. Астон Вилла выходит вперед. Дюран. Здесь Лени Йоро вступает против него. Дюран идет дальше. И ошибается он в передаче. Амад Диалло. Казимиро. Ошибается здесь Казимиро. Довольно-таки простой ситуации. Уоткинс, дальний удар, и Аннана забирает этот мяч. Буэндия играет на Уоткинса. Бруно Фернандеш здесь рядом. И Гарначо возвращается. Попытка сыграть в подкате. Обыгрывает Уоткинс, и Люка Шоу идет дальше. Дает пас на Буэндия. Здесь прострел на дальнюю штангу. И снова наша команда пропускает. Это второй гол уже на 20-й минуте. Здесь почему-то проспал Лени Йоро, и наш голкипер Анана не смог тоже ничем помешать. Буэндия, заброс на Дюрана. Здесь добирается Дюран до этого мяча. Йоро вступает с ним в отбор и нарушает правила он. Матсен здесь навешивает. Опасно. Здесь выигрывает борьбу. Кто это был? 14 номер Астон Виллы. Переиграл он наших защитников. И не попал он в створ ворот. Было очень-очень опасно. Казимиро. Пас на Хёйлунда. Пока что толком мяч до Хёйлунда не доходит. Гарначо. Вот здесь снова был неплохой заброс на Хёйлунда. Но снова Хёйлунд не разобрался в ситуации. Здесь перехватывает он мяч. Удар и... не точно и не очень сильно пробил Хёйлунд здесь. Хёйлунд здесь хорошо на подборе. Пас на Амада Диалло. Диалло здесь обыгрывает. Идет дальше. Пас на Далота. Далот уже в штрафной. Прострел на дальнюю штангу. И Гарначо здесь отлично забивает. Не успевает здесь реагировать Мартинес. Длинный заброс от Далота на Амада Диалло. Но здесь защитники все прекрасно видят. Выбивают этот мяч. И Астон Вилла начинает свою атаку. Роджерс идет вперед. Здесь Диого Далот задержался в атаке. Не успевает он вернуться в оборону. Йору нужно выходить, страховать. Дюран здесь бьет поворотом. И Анана выбивает этот мяч. Снова Казимиро. Пас на Диого Далота. Заброс на Хёйлунда, и Хёйлунд здесь проигрывает единоборство по Ауторосу. Тем не менее, мяч у нашей команды. Хёйлунд, удар, и здесь Мартинес вступает в игру. Переводит мяч на угловой. Бруно Фернандеш навешивает. Здесь выходит Мартинес, забирает этот мяч. Далот, Хёйлунд. Дальний удар, и... чуть выше перекладины мяч проходит. Здесь Матсен не спешит вытягивать наших футболистов на свою половину поля. Телеманс играет назад. Снова Телеманс. Здесь пас хороший в разрез на Роджерса. Лени Йоро. И здесь Анана в отличный сейв просто делает. Там в падении головой бил Уоткинс. И Анана среагировал, выручил нашу команду. Это, конечно же, был голевой момент.
Дюран, попытка дальнего удара и не точно. Антони получает мяч, играет на Мазрауи. Пас в центр от Бруно Фернандеш здесь. Бруно Фернандеш пас направо на Антони. Антони играет с Мазрауи, подключается он в атаку. Входит в штрафную, заброс на дальнюю штангу, и здесь Маркус Решфорд попадает в перекладину, но на добивании у нас отлично сыграл Зиркзей. 2-2 на 90-й минуте забивает наша команда, сравнивает счет, и 3 минуты добавляет судья к этому матчу. Сыграли наши замены все-таки. Атака продолжается, Маркус Решфорд, здесь все-таки Кэш не дает ему себя пройти. Казимиру, возможно, еще успеет одну атаку наша команда соорудить. Здесь Роджерс, и Йоро очень сильно его здесь прессингует, заставляет выбивать мяч назад. Телеманс. И Мазрау хорошо здесь играет. И звучит финальный свисток. Счет 2-2. Боевая ничья. Завершилась у нас эта встреча 2-2. Матч получился очень интересный. Пропустила наша команда быстро гол. Затем отыгрывалась и в последние уже минуты окончания матча все-таки сумела дожать Астон Виллу, которая хорошо до этого играла и оборонялась, но вот все-таки в концовочке немножко не дотерпела. Сыграли наши замены. Давайте посмотрим. Гарначо у нас сегодня забил гол наш и получает у нас рейтинг 7. Ассистировал Диого Далот. Маркус Решфорд вышел на замену, также записал себе в актив 1 ассист. Ну и Зиркзей, который также вышел на замену, забил у нас гол. По статистике удары, 8 ударов у нас у Астон Виллы, 7 ударов у нашей команды. В створ по 5 ударов нанесли обе команды. По владению мячом, конечно же, у Астон Виллы было преимущество 58 против 42. Ну а лучший игрок вообще этого матча футболист Астон Виллы Дюран. Результаты у нас получается 7-го тура на ваших экранах. Здесь Ливерпуль обыгрывает Кристал Пэлас минимально 1-0. Арсенал играет ничью с Саутгемптоном. Брентфорд дома проигрывает Вулверхэмптону с счетом 1-2. Лестер Сити крупно 5-0 обыгрывает Бормут. Манчестер Сити играет 2-0 против Фулхэма. Вест Хэм Юнайтед 2-0 обыгрывает Ипсвич Таун. Эвертон проигрывает 0-2 Ньюкаслу Юнайтед. Челси 3-0 обыгрывает Ноттингем Форест. И Брайтон у себя дома уступает 1-3 Тоттенхэму. И смотрим турнирную таблицу. Наша команда после 7 туров 5 игр выиграно, 5 побед, 1 ничья, 1 поражение. Разница 19-9. И наша команда занимает вторую строчку. Впереди только Манчестер Сити, которая выиграла 6 игр из 7 и 1 поражение. 18 очков. Дальше у нас идет Арсенал, и четверку замыкает Ливерпуль по 16 очков. И дальше мы видим Тоттенхэм, который недавно был еще на первой строчке. Уже он на 5-м месте, 15 очков. В подвале, значит, таблицы у нас продолжает находиться Ипсвич, Эвертон и Ноттингем Форест. Лучшие футболисты этого тура. Наших здесь футболистов снова нет. Ну и список бомбардира. Мы видим, что Гарначо у нас обходит Расмуса Хёлунда, перемещается на вторую строчку, а на первом месте по-прежнему с 7 забитыми мячами Хён-Мин Сон. И лучший футболист месяца сентябрь становится у нас футболист Астон Виллы, Онана. Дальше у нас идет, мы видим, что футболист Сандерленда, ну и Кевин Де Брюйне у нас здесь представлен. Следующая наша игра. Мы дома будем принимать Реал Сосьедад. Это вторая встреча у нас в Лиге Европы. Сейчас мы посмотрим Реал Сосьедад, как у нас выступает в Испании, чтобы оценить ситуацию. И мы видим, что Реал Сосьедад идет на 3-й строчке.
Последние несколько игр мы видим, что проиграли они Атлетику Мадрид, проиграли минимально Валенсии. Ну и обыгрывали такие несерьезные команды, Вильядолид и Мальорку. Ну и в ничью сыграли, мы видим, что с мадридским Реалом. И у нас всего 9 туров здесь сыграно. В принципе, это достаточно немало. И 19 очков, 6 побед, 1 ничья, 2 поражения, 25/9. В принципе, достаточно хорошие показатели. Даже выше мы видим, что мадридского Реала. Последние 2 встречи все-таки команда проиграла. То есть видим какой-то небольшой спад здесь. Смотрим на наш стартовый состав. Футболисты меньше 80 по энергии пока что ни у кого нет. У Люкашова он физика подтянулась уже 86. Пока что я не вижу других вариантов слева, чтобы играть. То есть, Люк Шоу хорошо действительно. Если он здоров, если он полностью готов, то он, в принципе, отлично заходит на эту позицию. А Диого Далот справа у нас играет. Мы видим, что навесы потихонечку мы ему прокачиваем. Короткие пасы прокачиваем. То есть, все, что необходимо атакующему фланговому защитнику, либо латерали. У него стиль как раз бровочник. Скоростные его навыки, выносливость необходима. А также немножечко мы видим, подтянулись у нас защитные скиллы. Это подкат, позиционный отбор, опека. Немножечко все развивается у нас. И он универсал, может сыграть как справа, так и слева. Но в запасе у нас будет Мазрауи. Здесь как бы все уже понятно. Коби Майно у нас. Все-таки здесь Казимиро и Бруно Фернандеш. Коби Майно просто здесь нет места, потому что 2 центральных защитников. Был бы третий у нас в классической схеме 4-3-3. Да, был бы там и, конечно же, Коби Майно. Угарте у нас скоро станет нам доступным. Буквально завтра он должен уже восстановиться, 4 числа. Продолжает у нас Казимиро здесь выручать нашу команду, скажем так, потому что больше у нас пока что альтернатив-то особо никаких нет. В резерве вот мы видим, есть у нас Даниэл Гор, хороший молодой перспективный футболист со стилем дриблер, и правая и левая нога у него в принципе хорошо играет. Также у нас есть, да, в принципе, много здесь хороших. Тоби Коллер есть, плеймейкер. Поэтому здесь надо, кстати, да, поставить, чтобы он был. Должен играть в команде. Предпочтительная позиция у него ЦОП или ЦП. Да, то есть здесь, в принципе, и там он может сыграть. Давайте поставим его в стартовый состав на позицию центрального опорника. Здесь его поставил наш помощник. Пусть обязательно играет. Много здесь талантливых ребят. Обязательно дадим им возможность в Кубке Лиги поиграть за команду. Также у нас мы видим, есть в молодежке неплохие ребята. Здесь, кстати, нужно поменять. Недоволен он своим наставником, который был у нас Зиркзей. Ну и здесь вариантов, в принципе, нету, кого ему дать. Поэтому мы его оставляем без своего наставника. А здесь у нас мы видим, что Ибрагимов есть Амир, за которым мы пристально следим. 16 лет, футболист атакующего плана. Ну и также у нас здесь есть Роман Амарим, который почему-то не играет в стартовом составе. Давайте мы тоже ему личного тренера здесь наймем, репетитора. И должен играть в команде, обязательно поставим, потому что присел он почему-то. Запас. Вот. У него наставник Антони. Ему, мы видим, подходит. Он вполне себе доволен. Ну и ждем, когда все-таки дорастет сын Амарима до основной команды. Наша задача его все-таки, мы на него очень сильно рассчитываем.
И надеюсь, что все-таки будет он полноценно развиваться. И ждем его в стартовом составе. Конечно же, это будет через несколько лет, но тем не менее, все-таки было бы приятно увидеть его в команде собственного отца. Что ж, давайте будем смотреть на схему, как будет у нас играть Реал Сосьедад. Здесь сейчас дадим указания нашим футболистам. Пристально смотреть, как всегда, за центральным нападающим. Здесь Далот смотрит на своем фланге против флангового нападающего. Ну а Люк Шоу, соответственно, следит на противоположном фланге, за своим оппонентом пристально. Потому что все-таки будет исходить угроза именно с флангов. Больше у нас никаких изменений нет. И мы будем с вами, скорее всего, начинать таким составом. Я не вижу, что кто-то может тут особо как-то усилить или ротацию сделать. Все-таки нам нужен наш основной состав, потому что встреча такая серьезная, и не будем подходить к ней абы как. То есть не нужно недооценивать своего соперника. Здесь разве что у Казимира более такая нейтральная мораль. Вот, давайте начнем с нашим основным составом. Постараемся сегодня не проиграть хотя бы Реал Сосьедаду. Начинается у нас эта встреча. Наша команда разыгрывает с центра поля. Сразу же пасует у нас наш нападающий на Де Ликта. Именно через него строится атака. Это наш такой центральный защитник. Более такого с функцией разыгрывающего, что ли. Гарначо здесь навешивает. И здесь сразу же первый ударом от Диалло. Сразу бьет он по воротам в касании из-под защитника. Но голкипер Реал Сосьедада оказался на месте, потому что удар пришелся по центру. Он сразу же среагировал. Здесь у нас перехват. Ошибается Диого Далот. И устремляется футболист Реал Сосьедада вперед. И здесь сносит его Казимиру. Прямо перед самой штрафной. Может быть опасная ситуация. Бьет мимо стенки у нас футболист Реала Сосьедада. Там Онана даже не шелохнулся. Если бы мяч, я думаю, шел бы в створ, конечно, был бы гол. В центре поля здесь один футболист Реал Сосьедада. Тоже играют с забросами они на своего центрального нападающего. И здесь фол. Кто у нас? Бруно Фернандеш здесь получает желтую карточку за грубый подкат сзади. До ворот слишком далеко. Скорее всего, будет подача. Нет, это прямой удар. Ближний угол. И Онана здесь увидел и прочитал ситуацию. И, в принципе, без каких-то особых проблем забирает он этот мяч. Удар был точный, но не такой сильный. Здесь внимательно смотрят за центральным нападающим испанской команды наши футболисты. И все уже успели вернуться на свои позиции, поэтому контратак не получится. И здесь попытка удара. До ворот было, наверное, метров 19. Удар был не сильный. Длинный заброс на своего нападающего. Но здесь наши защитники на чеку. Заброс на дальнюю штангу на Гарначо. Могло получиться опасно. Хёйлунд здесь вторым темпом подбирает мяч. Наносит дальний удар. Снова бьет он головой. И голкипер выручает свою команду. Гарначо. Фернандеш оказывается на месте левого нападающего. Прострел на дальнюю штангу. И здесь Амад Диалло забивает. Отличная передача от Бруно Фернандеша. Ну и Диалло здесь просто нужно было подставить ногу и попасть в створ ворот. 1-0, 42-я минута. Лени Йоро здесь играет с Казимиру. Казимиру сразу забрасывает вперед. Бруно Фернандеш дальше. Ну, здесь не точно. Ни до Гарначо, ни до Хёйлунда мяч не доходит. Но Люк Шоу здесь сохраняет мяч, идет вперед. Прострел и Амад Диалло. И здесь Амад Диалло делает счет 2-0. Вратарь здесь потерял свою позицию и уже по пустым воротам наносил удар Амад Диалло. 2-0.
центре поля идет перепасовка, пас на левый фланг. Здесь сразу заброс на своего нападающего, и опасный удар здесь был. То есть Анана не дотягивался до мяча, и там рядышком со штангой пролетает этот мяч. Это уже, конечно, вопрос к ним большой. Почему они это дали сделать? Снова длинный заброс. На этот раз де Лигт внимательно играет головой. Снова дальний удар из-за пределов штрафной. Тащит Анана. Атака продолжается. Нужно вынести мяч как можно подальше от ворот. Снова длинный заброс. И по-прежнему мяч у команды Реал Сосьедада. Атака продолжается. Нет офсайда. Здесь удар, и Анана снова выручает. Переводит он мяч на угловой. Очень серьезно вышла команда Реала Сосьедада. И здесь отличный удар. Сразу в касание. В дальний нижний угол наносил. Но не попал футболист Реал Сосьедада в створ. И вот 6 минут уже, как не дают они нашей команде. Здесь снова отличный пас был на центрального нападающего. И он здесь пробил, и Анана снова выручает. Пас на ближнюю штангу. Прострел, и Анана здесь бросается. Просто многие футболисты. Забирает он этот мяч. Решфорд слева, Антони справа. И Коби Майно вышел у нас вместо Бруно Фернандеша, который был на карточке. Ну и немножко он подустал. Здесь прострел, и де Лигт успевает вынести этот мяч. Но тем не менее атака сохраняется. Дальние удары за пределов штрафной, и Онана на месте. Меняются они с Далотом флангами. Далот уходит на левый фланг. Здесь Хёйлунд, Маркус Решфорд, Мазрауи. Расстрел на дальнюю штангу. Здесь Антони, и заблокировал его удар защитник угловой. Казимиру здесь навешивают. Мазрау подключается, бьет, попадает в защитника. Еще один удар от Антони попадает во вратаря. Было очень опасно. И Коби Майно отлично здесь играет. Опускается он и подстраховывает Лиссандро Мартинеса. Маркус Решфорд здесь на левом фланге. Обыгрывает своего оппонента. Идет вперед. Пас отлично на Хёйлунда. Хёйлунд бьет и здесь выручает. Голкипер Реал Сосьедада. Не хватило немножко точности удара у Хёйлунда. Все сделал отлично Маркус Решфорд. Для него можно было забивать третий мяч. Судья добавляет 1 минуту всего лишь. Маркус Решфорд. Играет он здесь на Мартинеса. И звучит финальный свисток. Завершилась у нас эта встреча. Наш голкипер получает самую высокую оценку 10. Отлично сыграла команда. Мы сегодня не пропустили. Хотя, конечно, были моменты очень опасные у наших ворот. Но в итоге мяч так сетку ворот и не пересек. Линию ворот так и не пересек. И в сетке не оказался. Люк Шоу сегодня у нас, значит, ассистировал. Также Бруно Фернандеш. Хороший пас отдал, когда подключился по левому флангу. Ну и Амад Диалло сегодня сделал у нас дубль. Игроки, которые вышли у нас на замену, какими-то результативными действиями у нас не отметились. Но мы видим, что Коби Майно сыграл на 7 и Решфорд сыграл на 7. В принципе, что неплохо. Лучшим игроком этого матча становится наш голкипер. Я думаю, в принципе, вполне заслуженно. Мертвый мяч он однажды потащил, и еще 2 раза он точно выручил, когда было опасно. По ударам мы видим, что 9 ударов нанесла наша команда, 10 было у гостей. По ударам створ 6 на 3, и по владению мячом небольшое преимущество у нашей команды, 52 против 48%. И мы можем посмотреть результаты этого тура второго, как команды между собой сыграли. Тут особо интересные встречи, я только пробегу, посмотрю. Мы видим, что Лацио обыграла Андерлехт, Ницца обыграла ПАОК. Что у нас тут еще интересного? Хофенхайм обыграл 2-1 Мидьюланд. Порту крупно обыграла Сервет. Айнтрахт обыгрывает у нас Атлетика из Бильбао. Лиль также одержал победу. Рома сыграла в ничью с АПЛем, конечно же, это недобор очков для Ромы.
И Тоттенхэм не смог обыграть команду Харт. Ну и Фенербахче, Жозе Мауриньо играет в ничью. И в принципе все. Лион крупно обыгрывает Брагу из Португалии. Больше тут ничего интересного в принципе нет. Всего сыграли, получается, 2 игры из 8 возможных. Пока что наша команда одержала 2 победы. Это в принципе отлично. Идем где-то мы вверху этого списка. Но мы видим, что Данил Гор отличился на тренировке на этой неделе. В принципе, что я и говорил, достаточно талантливый футболист. Давайте мы похвалим, если это возможно, Амада Диалло. И здесь нет такого пункта, но мы можем сказать ему, что он отлично потренировался. Ну и Анану то же самое. Давайте посмотрим, есть ли этот пункт. Да, в последней игре ты отлично, я бы даже сказал, замечательно сыграл. Растет потихонечку у нас, мы видим, рейтинг у Ананы 87. Ну и самый главный пункт у него вот выход 1 на 1. Нужно его подкачать, конечно же. Ну и в принципе он очень довольный, все его устраивает. У нас контракт до 28 года. Вот. Посмотрим. Может быть и не будем покупать на голкипера. Ну, лично я бы, конечно, хотел заменить на какого-то другого голкипера. Давайте посмотрим, что ждет нас дальше в следующей серии игры. У нас будет домашняя игра с Брентфордом. В 8-м туре мы встречаемся. Потом будет небольшая пауза, будут игры сборной. И вот он в Кубке Англии мы будем играть в 3-м раунде против команды Бристоль Сити. В Кубке Англии мы, конечно же, постараемся побороться за этот кубок. То есть будем подходить к нему максимально серьезно настроенными. И дальше у нас получается 9-й тур. Мы отправляемся в гости к Вестхэму. Ну а дальше вот в Лиге Европы нас ждет неизвестная мне команда. Поэтому думаю, что какой-то не очень серьезный матч нас ждет. То есть, мы должны его проходить на классе. Ну и вот дальше будет интересно в 10-м туре игра с Челси. И вот он наш кубок Карабау Кап, где мы будем играть таким полурезервным составом. Спасибо вам, если вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте ваши лайки. Под этим видео я оставлю, координаты карты Сбербанка. Если кто-то хочет помочь на развитие канала, буду очень рад. Пожалуйста, перечисляйте, кто сколько может. Заранее всех благодарю и всего вам доброго и до новых встреч.